Однажды в Италии зашла новая звезда эстрады. Ее звали Грациелла Франкини, а для сцены ей дали псевдоним Лолита за хрупкую, совсем детскую фигурку и высокий, но при этом глубокий и сильный голос. Одна из главных ее песен известна под названием «В моей жизни нет завтра». И, увы, название это стало пророческим. Будучи еще молодой, Грациелла Франкини стала жертвой жестокого преступления, которое, несмотря на кажущуюся очевидность, до сих пор так и осталось нераскрытым. Это случилось в 1986 году, с тех пор наука ушла далеко вперед. Так что, возможно, в самом скором времени кто-то поднимет старые архивы вещественных доказательств, достанет сохранившуюся там прядь волос, которую нашли в руке мертвой Лолиты, проведет генетическую экспертизу и выяснит, наконец, кто таким жестоким образом расправился с молодой цветущей женщиной, жившей на самом пике надежды на такое близкое счастье. Однажды в Италии. Итак, Грациелла Франкини родилась на севере Италии в деревне под Вероной в 1950 году. Про детство известно не так уж много, но в возрасте 18 лет Грациелла пережила серьезную психологическую травму. Ее мать Джемма Монте после сильной ссоры с мужем и отцом Грациеллы выбросилась с балкона их дома. Это был второй этаж, женщина выжила, но, зная об этом факте, вряд ли можно предположить, что детство и юность Грациеллы Франкини были такими уж безоблачными. К тому же семья была простой и довольно консервативной, а вот Грациелла наоборот. Даже для относительно прогрессивного севера девушка несколько более современная, чем следовало бы, с точки зрения не только ее бабушки, но и двух сестер. Удивляться нечему, шоу-бизнес – дело такое. А Грациелла попала туда всего в 15 лет, прямо из церковного хора, где ее заметил видный композитор Франко Кьяравалли и представил певице и хозяйке звукозаписывающей студии Мари Дель Рио. Та тоже сразу же отметила настоящий природный талант Грациеллы. Взяла начинающую певицу под свое крыло, заключила с ней контракт и стала ее крестной матерью от эстрады, наградив псевдонимом Лолита, который позаимствовала у героини Набокова. Роман тогда был в моде, Грациелла была подростком, и весь ее облик был совершенно девчачий. Миниатюрная, задорная, искристая блондинка. Она выглядела даже моложе своих 15 лет. Тогда никто как-то не задумывался, как этот псевдоним будет смотреться на взрослой женщине. Вообще в жизни Грациеллы далеко идущих планов не строила ни она сама, ни те, кто работал с ней. «В моей жизни нет завтра», — пел звонкий девчачий голос, словно бросая вызов судьбе. Для тех, кто захочет послушать этот хит, в описании к видео я оставлю ссылку, а сейчас продолжаем. Кто знает, всегда ли меняется вместе с именем судьба, у Грациеллы, ставшей Лолитой, поменялось все. Из своей деревни она переехала в Милан, начала выступать на различных музыкальных фестивалях, имела успех и вскоре даже пробилась на телевидении. Вот только характер у Лолиты совсем не для шоу-бизнеса. Да, позитивная, веселая и открытая, но добрая, отзывчивая, сочувствующая и не способная идти по головам. К тому же ни деловой хватки, ни хитринки или хоть какого-то лукавства. Нет не то что умения создавать возможности, проблема даже ухватиться за те из них, что сами падают в руки. Ее продюсеры и вовсе в открытую называют девушку ленивой. Слишком расслабленная, слишком легкая. Она не умела извлекать выгоду ни из своего голоса, ни из своего тела, жила легко, будто развлекаясь, и так же легко пела. Пела про то, что в ее жизни нет завтра, очаровывая всех своей легкостью и обаятельной открытой улыбкой. Вместо того, чтобы корчить из себя суперзвезду, даже на пике карьеры Грациелла оставалась простой и доступной, приглашая на ночные посиделки над кастрюлей спагетти всю свою группу и примкнувших к ней. Спокойная, незлобливая, крайне уступчивая и абсолютно не склонная к конфликтам и к какой бы то ни было агрессии. В общем, ей было сложно конкурировать в жестком мире шоу-бизнеса с теми, кто готов был прокладывать себе дорогу зубами, ногтями и всем чем угодно. Результат предсказуем, особого успеха она не добилась, хотя начало карьеры было очень многообещающим.
Все хоть как-то двигалось, пока Лолите помогала Мара дель Рио, она очень любила ее, направляла и организовывала как могла. И это было весьма кстати для такого несобранного и, как сейчас модно говорить, не самодостаточного человека. Но, увы, не могло длиться вечно. Когда Грациэлле было уже хорошо за 30, Мара посчитала подопечную достаточно взрослой, чтобы справляться со своей жизнью самой, без покровителей, и отправила ее в свободное плавание. Увы, она ошиблась. К сожалению, Лолита так никогда и не избавилась от привычки полностью взваливать ответственность за себя на кого-то другого. Возможно, именно это и стало главной причиной ее несчастья. А может, просто не везло. В любви так точно. Ее почему-то считали слишком легкомысленной, чтобы не сказать доступной, хотя никакой особой неразборчивости в связях за ней вроде бы и не водилось. Ее сестра настаивает на том, что в сущности с юности и на протяжении более чем 10 лет у нее были всего одни отношения, а потом она просто вела себя как свободная женщина, которой не чужды никакие человеческие чувства, часто попадаясь на удочку альфонсов. Таким был ее первый роман, прекратившийся, кстати, по вполне уважительной причине. Молодой человек пил, нигде не работал. Грациэлла, много лет содержавшая и всячески поддерживавшая его, терпела долго. Но когда парень допился до того, что стал еще и распускать руки, собралась с духом и тут же прекратила отношения. Причем даже когда они перестали быть парой, женщина продолжала помогать бывшему возлюбленному деньгами и поддерживать его морально. Лучшим временем для Грациэллы Лолиты стало начало 70-х. Она выпускала диски, выступала на ТВ, а в 73-м даже поучаствовала в фестивале музыки в Сан-Ремо. Песня для фестиваля была написана ее постоянным композитором Фьянко Кьяравалли и Алессандро Челентано, братом Адриано. Но хоть ее и часто крутили по радио, у профессионального жюри, к сожалению, успеха она не имела. После этого провала карьера молодой певицы покатилась под откос. Впрочем, не похоже, чтобы это очень уж сильно беспокоило Лолиту. Она привыкла плыть по течению и, в общем, то ли опустила руки и сдалась, то ли просто расслабилась и продолжала жить в свое удовольствие, несмотря на постигшую ее неудачу. Ей приписывали роман с Альбано, но даже если он и впрямь был, этой истории не хватило на то, чтобы дать достаточный толчок карьере Лолиты. Ну или, как обычно, Лолита не смогла, а может, не посчитала нужным этим толчком воспользоваться. А потом ее продюсер советует ей из северянки переехать в Калабрию, самый южный, консервативный и, назовем вещи своими именами, отсталый регион Италии. Довольно странная идея для страны, где люди целыми поездами переезжают в поисках лучшей жизни с юга на север. Но кто знает, возможно, в этом и был свой резон. Южане больше любят веселиться, здесь устраивают больше праздников, где Лолита могла бы выступать. Грациэлла обосновалась в курортном городке Ламеция-Терме. Сначала она несколько месяцев живет в отеле, потом переезжает в один из таунхаусов жилого комплекса Ла Маринелла. И вроде бы жизнь начинает налаживаться. Лолита снова поет, выступает на мероприятиях, праздниках, различных фестивалях. Ей уже за 30. Благодаря миниатюрности женщина выглядит моложе своих лет. И все же псевдоним Лолита слегка режет слух. Но улыбка по-прежнему при ней, она обаятельна, публика хорошо принимает ее, и, кажется, застопорившаяся карьера наконец начинает набирать обороты. После более чем 10-летнего перерыва певица даже записывает новый, ставший довольно популярным сингл «Ты счастье». Такой же искристый, легкий и радостный, как она сама. Увы, он станет последним в ее карьере. Впрочем, об этом Лолита еще не знает, для нее жизнь всегда будто только начинается. Особенно теперь, когда она наконец освободилась от тягостной связи, ведет себя с достаточной степенью свободы и, наконец-то, встречает любовь всей своей жизни. При довольно своеобразных, надо сказать, обстоятельствах, то ли по обычной рассеянности, то ли еще по каким-то причинам, Лолита не очень осторожна. И последствия не заставляют долго себя ждать, у синьорины нежелательная беременность от случайной связи.
очень не кстати. Исчезнуть со сцены сейчас означает уже навсегда похоронить вновь забрежевшую надежду на успех. Теперь, как никогда, ей следовало бы сосредоточиться на карьере. И Грацелла принимает решение прервать беременность. До этого она обращается к известному в Калабрии врачу по имени Микеле Руперто. И, чувства иногда выбирают действительно странные пути, Лолита влюбляется в сделавшего ей аборт гинеколога. Да не просто влюбляется, а отчаянно и навсегда, рассказывая подругам, что нашла, наконец, мужчину своей мечты. Влюбляется так, что, несмотря на всю свою инородность к местному менталитету и укладу жизни, решает остаться в Калабрии навсегда. Ведь любовь Грацеллы взаимна. То есть, возможно, ответные чувства мужчины были и не такими пылкими, как их видела Лолита, а, впрочем, судите сами. Итак, слепой Купидон привел нашу героиню в объятия Микеле Руперто. Ему 41 год, он красив, богат, успешен. Но разведен, и у него есть ребенок от первого брака, мальчик 12 лет. По тем временам уже и серьезный минус, да еще и не единственный. Кроме того, что Микеле записной плейбой, известный на весь город, он уже 6 лет как помолвлен, а в то время и в том месте это означает категорически не свободен. Не забываем, что дело происходит в Калабрии. И помолвка здесь как первая ступень женитьбы, ее разрыв даже положению в обществе мужчины идет не на пользу. А уж для репутации девушки это и вовсе страшный удар. Невесту Руперто зовут Тереза Тропея, она студентка медицинского факультета. Ослепительно красива и в выборе женихов явно не стеснена. Но ей уже 27 лет, пора поторопиться, и разрыв длительной помолвки явно не входит в ее планы. Свадьба планируется через несколько месяцев, молодые уже присмотрели дом, и, как положено по традиции, родители Терезы купили его им в подарок. Но и это, увы, не последнее препятствие. Главная проблема – семья девушки. Точнее, ее матери, Катерины Пальюза. Она родная сестра Доменика Пальюза, большого босса калабрийской мафии Ндрангеты. То есть Тереза, которой перешла дорогу наша героиня, племянница самого Дона Мика, для которого оскорбление чести кровной родственницы все равно, что нанесение обиды Ндрангете в целом, и ему лично. Правда, на тот момент большой босс находится в тюрьме, но никто не сомневается, управлять своим кланом и разбираться со своими врагами он прекрасно может и оттуда. Но Лолиту почему-то такие подробности не интересуют. Может, потому что она с севера и не знакома с местным укладом. Может, настолько влюблена, что уже не замечает таких второстепенных деталей. Ураган Лолита не обращает внимания на такие мелочи, как многовековой уклад, и грозит смести все на своем пути, не только собственную репутацию, но и репутацию своего возлюбленного, консервативные устои целого региона и размеренную жизнь семьи, занимающей особое и весьма высокое положение в местном обществе. Конечно, куда интереснее вопрос, почему это не беспокоит изменщика-жениха, но ответ на него мы никогда не найдем. Руперто ведет себя и впрямь как бессмертный. Он в открытую крутит роман с Грацеллой, встречается с ней на людях, но помолвку не разрывает и, по крайней мере, со слов невесты, играет на два фронта, пичкая сказками обеих женщин. Лолите он говорит, что с Терезой отношения зашли в тупик, потому что ее отец против их брака. Терезе, что ничего кроме чистой дружбы между ним и этой певичкой с севера у него нет. Обычная история, как и то, что участник таких отношений мужского пола оценивается обществом как герой-любовник, а в отношении женщины стандарт совсем другой, и ярлык сеньорины легкого поведения ей практически гарантирован. Из обоих этих отношений Микеле Руперто вышел легко, непринужденно и без последствий, что называется, как с гуся вода. А вот Лолита... Она говорила друзьям, что боится. Ей казалось, или вовсе не казалось, что ее кто-то преследует. Она боялась невесты своего возлюбленного и ее матери. Тереза и Катерина угрожали ей, требуя оставить в покое мужчину, которого уже считали своей собственностью. Только угрозами дело не ограничилось. Как минимум однажды они физически напали на Грацеллу, причем напали в присутствии никак не хотевшего определяться жениха.
Собственно, от него об этом нападении и стало известно полиции. Специалист по женскому полу рассказал, что поначалу Тереза вела себя мирно, плакала на свиданиях и просила жениха одуматься. Но, видя, что уговоры не действуют, обманутая невеста перешла к угрозам. Причем угрожала она не жениху, а его любовнице. Что делать? Даже такие красавицы, как Тереза, могут чувствовать свою ущербность при появлении соперницы. И злиться и обвинять во всем именно ее, а не неверного мужчины. Тереза начала вести себя агрессивно, открыто угрожая и устраивая скандалы с пощечинами Лолите. Гинеколог утверждает, что расторгнул помолвку. Девушка настаивает, что отношения продолжались. Однажды, 28 марта 1986 года, они с матерью явились к Лолите домой. Застали там Микеле, но это их совершенно не смутило. По словам Терезы, она Лолиту не трогала, а лишь слегка оттолкнула, чтобы та не мешала ей выяснять отношения с неверным женихом. Для чего, собственно, она и явилась домой к Грациэле, но экспертиза подтверждает версию этого самого жениха. А он рассказал, что как только дверь открылась, мать с дочерью набросились на соперницу, крича «Уходи, оставь его!» и ругаясь, как портовые грузчики. Они затолкали ее в спальню, повалили на кровать. Тереза била ее прихваченной из машины железкой, мать вцепилась в волосы и кусала за руки. Сама же Грациэла вела себя на удивление пассивно, пытаясь лишь спасти от побоев лицо, закрыв его подушкой. Что ж, и такое бывает, реакция на опасность по типу замирания. Интересно, на что и по какому типу реагировал Микеле Руперто, который не то что не пытался прекратить избиение, но вообще никак не вмешался в происходящее. Руперто утверждает, что именно после этой выходки он и разорвал окончательно помолвку с Терезой Тропеа. Так клянется, что они продолжали называть себя женихом и невестой, и время, которое Микеле был не в больнице и не с Лолитой, он проводил в семье Терезы. Ну а через месяц после этого неприятного события Лолита сорвала назначенный концерт, не явившись на него, чего раньше за ней никогда не водилось. Накануне в субботу она поужинала с Микеле, но ночевать он не остался. На следующий день ему предстояло дежурство в клинике. По соседству шумели, Грациэла не могла уснуть, звонила любимому и говорила, что боится. Тому было не до женских страхов, он попросил дать ему выспаться. Это был последний их разговор. Когда Лолита не пришла на свое выступление, ее менеджер сразу же забеспокоился и отправился к ней домой. Но ему никто не открыл, хотя из окна было видно, что в ванной горит свет. Соседей искать бесполезно, Грациэла снимает квартиру в курортной зоне, все, кроме нее, приезжают туда только на лето, а апрель еще не сезон. Не рискнув выломать дверь, менеджер уходит, а утром на квартиру Грациэли отправляется другой ее сотрудник и большой друг. Дверь снова не открывают. Микеле Руперто по телефону отвечает, что ничего не знает и не разговаривал с возлюбленной уже больше суток, потому что был на дежурстве в больнице. Квартира Лолиты находится на первом этаже, и друг, как посоветовал ему Руперто, решает проникнуть в нее через сад, перепрыгнув живую изгородь. Стеклянная дверь в спальню действительно оказывается открытой, мужчина входит в квартиру и в ужасе сбегает, потому что картину, которую он застает в ванной комнате, мало чьи нервы выдержат. Тело Грациэллы лежит на полу рядом с ванной, все вокруг от пола до потолка запачкано кровью. Прибывшие полицейские изучают место преступления подробнее, но не намного. Осмотр был выполнен настолько поверхностно, что волей-неволей возникает вопрос, это простая халатность или намеренное сокрытие доказательств. Полиция фиксирует, что телевизор в квартире работает. На прикроватной тумбочке недопитая чашка кофе. Ванная до половины наполнена водой. На женщине нет даже трусиков, а только верхняя часть пижамы. Все говорит о том, что она встала из постели незадолго до случившегося. Никуда не спешила и никого не ждала. Друзья вспоминают, что так она делала каждый день, поскольку работала допоздна, то и спала до обеда. Потом вставала, делала себе кофе, принимала ванную. Видимо, так она собиралась поступить и на этот раз, но вот загадка. Кто закрутил кран с водой, чтобы она не перелилась через край? Казалось бы, сними отпечатки пальцев, и дело раскрыто. По крайней мере, станет известно, кто прикасался к кранам. Но, как и многие другие, этот вопрос останется без ответа.
Кажется невероятным, но ни отпечатки пальцев, ни следы обуви на месте жестокого убийства полиция не снимала. Генетической экспертизы тогда еще не было. Принадлежность крови определяли по группе. Отпечатки пальцев были чуть ли не единственным, что позволяло раскрывать преступление. И при этом они не были собраны. Причем ответственности за это никто не понес. Хотя единственное объяснение, которое было дано такому легкому отношению к вещдокам, в ванне было мокро. А впрочем, опять-таки не будем забывать, дело происходит в Калабрии, одном из самых мафиозных регионов страны. Работа полиции в нем занятие настолько неблагодарное и рискованное, что соглашаются на него либо самые отчаянные, либо те, кому совсем больше некуда податься. Так что основную информацию по делу дал не осмотр места происшествия, а судмедэксперты, проводившие вскрытие. На первый взгляд все выглядело как дело рук маньяка-садиста. Лицо женщины было изуродовано до неузнаваемости многочисленными ударами и порезами. Нос сломан. Тело. Кроме повлекшей смерть огромной раны в паху, глубиной дошедшей до кишечника, порезаны на ногах и на всем теле. Но самые страшные повреждения в промежности. От низа живота до ягодиц нанесены отбитым горлышком большой бутылки, валявшимся в ванне рядом с телом. Как будто кто-то пытался этим горлышком женщину изнасиловать. Причем по расположению ран и синяков видно, что нападение начиналось с малого. И только в конце дела дошло до бутылки, так что мучилась женщина долго. Оценив картину, следователи приходят к выводу: то, что женщине изуродовали лицо и половые органы, говорит об одном. В ней хотели уничтожить именно женщину. С Лолитой расправился тот, кто глубоко ненавидел ее, а значит, скорее всего, знал лично. Разбираясь с подробностями жизни погибшей, полиция сразу же выходит на гинеколога Руперта. У него железное алиби. В предполагаемое время убийства он был на дежурстве в больнице. Зато знаток женских душ тут же рассказывает о трениях между своей то ли бывшей, то ли не совсем невестой и возлюбленной, тоже то ли бывшей, то ли не совсем, не забыв сообщить и о нападении, происшедшем раньше. Подозрения сразу же падают на Терезу с матерью, и надо отметить, что больше никаких версий следствие не проверяет, полностью сосредоточившись на убийстве из ревности и мести. С одной стороны, вполне логично. Следов взлома нет, в доме ничего не пропало. К тому же, по расположению ран эксперты определили, что нападавших, скорее всего, было двое. Один держал жертву со спины за руки, от второго она пыталась отбиваться ногами. С другой, почему этими двоими не мог быть кто-то еще? Например, посланные дядюшкой Терезы Доном Мика киллеры, с конкретным заданием наказать так, чтобы всем было понятно, кто, а главное, за что. Или это был реальный серийный убийца. Или, возможно, кто-то из обиженных бывших. Как-то сложно представить Терезу, разбивающую о край ванной бутылку и орудующую осколком, как заправский маньяк. Гораздо легче представить острое горлышко в мужской руке. С другой стороны, опять-таки вспоминаем, мы в Калабрии, а женщины юга – женщины особые. Терезу и ее мать арестовали. Разумеется, виновными они себя не признали. Сначала заявили, что даже никогда не встречались с Лолитой. Потом признались, что были у нее дома, но продолжали утверждать, что пальцем ее никогда не трогали. В главном Тереза стояла насмерть. Она девушка современная, и кровная месть не соответствует ее жизненным принципам. Проблема была только в том, что жених работал на два фронта. Но она хотела не вернуть любимого, а просто добиться от него ясности. Так что ей не было никакого смысла убивать соперницу, потому что, во-первых, возлюбленного так не вернуть, во-вторых, он ей был вовсе уже и не нужен. На самом деле, хоть Тереза и пытается держать лицо и говорить уверенно, можно заметить и нервное подергивание ногой, и постукивание пальцами, и не такую уж четкую логику объяснений. Если этот ролик будут смотреть мужчины, скажите мне, можно ли, видя такую красавицу, одновременно следить за логикой в ее высказываниях? Лично у меня сложилось ощущение, что ведущий программы, где Тереза давала интервью, с этой задачей не справился. Против нее были прежде всего показания гинеколога о том, что при конфликте, происшедшем незадолго до смерти Грациэллы, побои все-таки были нанесены. И результаты экспертизы, подтверждающие, что на лице есть синяки, которые возникли от ушибов, полученных именно в тот момент.
На руках у Терезы и ее матери были повреждения, подтверждающие, что нападение все же было, вот только по этим повреждениям невозможно было установить точно, когда они были получены. На этом, к сожалению, доказательства заканчивались. Кровь, собранная на месте преступления, вся была одной группы, которая оказалась одинаковой у Терезы и Грацеллы. А горе-эксперты не смогли даже сделать однозначный анализ на резус-фактор. Волосы, зажатые в руке жертвы, совпадали с волосами на осколке бутылки, но их принадлежность в эпоху до ДНК-экспертизы точно установить не удалось, хотя часть из них, как сказал эксперт, могла принадлежать Терезе. У обвиняемых оказалось алиби. Якобы во время предполагаемого убийства Тереза и ее мать ехали на вокзал, где девушка села в поезд и отправилась на учебу в университет. Причем у нее была попутчица, и ее приезд вовремя подтверждают соседки по съемной квартире. Обвинение считало, что алиби это принять во внимание нельзя, так как время смерти установлено экспертизой нечетко. Эксперт основывался на таблице времени на переваривание определенных продуктов, при этом не определив толком, что это были за продукты. Так что выводы его основывались скорее на предположениях, были не совсем логичными. В итоге точное время смерти так и осталось неизвестным, то ли с 13:00 до 14:00, то ли с 15:00 до 18:00. В первом варианте Тереза могла хоть и в большой спешке успеть сначала убить Лолиту, а потом поехать на вокзал, во втором это абсолютно исключено. Защита, понятное дело, толковала все в свою пользу и настаивала, что смерть наступила позже, так что женщины приложить к ней руку попросту не могли. Но были и свидетели, утверждавшие, что видели мать с дочерью как раз около 14:00 в машине возле дома погибшей. Ну, то есть сначала такие свидетели были, а потом, как это часто бывает в делах с мафиозным следом, испарились, дружно отказавшись от своих показаний. Более того, в полицию даже пришла анонимка, где утверждалось, что в 13:30 злые, как ведьмы, Тереза и Катерина ломились в двери к Лолите. Но хотя следствие анонимке поверило, никакого веса в суде она, естественно, не имела. На протяжении процесса была вывернута наизнанку и вытряхнута на всеобщее обозрение вся личная жизнь Лолиты. Временами даже сложно было понять, кто в деле обвиняемый, а кто жертва. И складывалось впечатление, что причина всему необузданная сексуальная активность погибшей. По поводу загадочного убийства вышло несколько телешоу. Правда, участие в них принимали в основном родственники и друзья Лолиты. Свидетелей, настоящих или ложных, которые обычно звонят в такие шоу беспрерывно, в данном случае оказалось очень мало. Настолько мало, что ведущий даже был вынужден обратиться к калабрийцам с упреком в излишней приверженности Омерте, закону молчания. После этого все же поступила пара анонимных звонков, в которых сообщалось о принадлежности семьи Пальюзо Тропеа к мафиозному клану. В одном из шоу, как уже говорилось, снялась даже сама Тереза, и только Микеле Руперто, предположительно главная причина всего происшедшего, не удостоил своим вниманием ни телеэкрана, ни страницы газет. Оказалось невозможным даже найти хотя бы его фотографию. Тереза просидела в тюрьме под следствием почти 2,5 года. Но в июне 1988-го суд оправдал ее за неимением доказательств. Девушка, во время всего процесса державшаяся очень спокойно, отстраненно и даже холодно, после оглашения оправдательного приговора впервые разрыдалась. Поскольку никакой другой версии полиция не проверялась, дело как безнадежное было списано в архив и теоретически должно храниться там и по сей день. Вместе с волосами и образцами крови, которые вполне могут быть таки подвергнуты генетической экспертизе. А впрочем, не будем забывать о том, как шло первоначальное расследование, и о том, что да, мы по-прежнему в Калабрии. Так что вполне возможно, что эти образцы выброшены как никому не нужные, так же, как найденные на месте преступления окурки. Впрочем, даже если все это сохранилось, открыть дело вновь по причине различных юридических заковык будет довольно сложно и практически невозможно снова привлечь к суду Терезу Тропеа. Даже если будет доказано, что именно ее волосы зажимала в руке умирающая Грацелла Франкини. А хуже всего то, что в самой Калабрии мало кто хочет правды. Здесь в гораздо большем почете справедливость, а она по жесткому патриархальному менталитету этих мест на стороне Терезы. Она невеста, и она своя, воспитанная в традициях и соблюдающая правила,
А Грациелла любовница, и к тому же пришлая, чужая, только раздражающая своим свободолюбием и бунтарским поведением. В этом видео я слишком много раз упоминала Калабрию. Хотелось бы мне, чтобы это было не так. Но, увы, эта умопомрачительная по красоте земля по-прежнему остается регионом с одним из самых закостенелых и жестких жизненных укладов в Италии и безусловным лидером по мафиозному присутствию со всеми вытекающими из этого последствиями. Эта земля была жестоко с Лолитой, как и ее судьба, но, как сказала одна из поклонниц певицы, они не смогли погасить сияние ее улыбки. И если дело Грациеллы Франкини будет открыто вновь, значит, что-то все-таки изменилось. Однажды в Калабрии. Che dai, più grida l'amore, tu che sei per me un